Привет, дорогие друзья, с вами Маша, добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами поговорим о том, что на самом деле происходит с немецким образованием. Не тревожьтесь, это не про панические заголовки и не про все пропало. Это про маленькие, почти невидимые сдвиги, такие, которые меняют картину постепенно, но по делу. Давайте вместе разберемся спокойно и без драм. Мы все слышали, немецкое образование – это стандарт, на который равняются другие страны. И да, в этом есть правда, но есть тонкая разница между стабильностью и неизменностью. Представьте дом с очень прочным фундаментом. Он не разваливается от первого дуновения ветра, но иногда фундамент сам приспосабливается к новому климату, новым нагрузкам, новым потребностям жильцов. Так и с образованием оно перестраивается, не обязательно хуже, просто иначе. Почему так легко поверить в идею о падении стандартов? Потому что яркие заголовки любят простые истории. Все плохо звучит громче, чем происходит эволюция. Наша задача посмотреть внимательнее и отделить сенсацию от реальности. Я хочу рассказать вам, почему изменения не шокируют, а смещают акценты. Объяснить хочу, какие факторы демографические, цифровые, экономические и политические подталкивают эти сдвиги. И самое главное, что это значит для студентов сегодня и завтра, и как им можно адаптироваться. Давайте по порядку, но без занудства. Германия стареет, и одновременно сюда приезжают все больше студентов и семей из других стран. Это влияет на размеры классов, на распределение ресурсов и на то, какие методы преподавания оказываются практичнее. Школы и университеты вынуждены учитывать разнообразие учеников. И это меняет ритм и формат обучения. С одной стороны, цифровизация открывает невероятные возможности. Дистанционные курсы, интерактивные платформы, обучение навыкам, которые нужны рынку. С другой, иногда уменьшает ту традиционную строгость в классическом смысле. Меньше зубрежки, больше проектов. Это не обязательно плохо, просто иначе. Рынок труда требует междисциплинарности, гибких навыков, практики, профессиональная подготовка и новые дисциплины появляются сильнее, чем раньше. Поэтому программы адаптируются, добавляют практику, проекты, сотрудничество с бизнесом. Опять же, это сдвиг акцентов, а не беда. Почему все это происходит так быстро? Потому что помимо школы есть еще несколько мощных факторов. Каждая земля имеет свою образовательную политику, и это создает разнообразие стандартов по всей стране. Где-то делают упор на цифровые навыки, где-то на классические экзамены. Это естественно, но необычно для тех, кто привык думать про Германию как про единый образовательный механизм. Работодатели хотят людей, которые умеют адаптироваться, работать в командах, пользоваться технологиями. В ответ школы и вузы вытягивают приоритеты в эту сторону. И это меняет экзамены, форму оценивания и содержание курсов. Родители хотят для детей не только хороших отметок, но и будущих навыков. Общество все больше ценит мягкие навыки, эмоциональный интеллект, креативность. И школы подстраиваются под эти запросы. И так практично, что могут и должны делать нынешние учащиеся. Навыки адаптации, критического мышления и умение учиться важнее, чем набор фактов, которые вы знаете наизусть. Осваивайте цифровую грамотность, не только соцсети, а инструменты для анализа данных, презентаций, командной работы, проекты, стажировки и работа в реальных командах. Это то, что работодатели действительно ценят.
Не пугайтесь различий между землями. Если планируете переезд внутри страны, заранее узнайте местные правила и программы. Вы считаете, что немецкое образование – это незыблемая опора? Подумайте еще раз. Мы разберем подробнее с вами каждый нюанс от демографии и цифровизации до экзаменов профессионального образования и того, как это все влияет на равенство возможностей. Когда слышишь фразу «старение населения», кажется, что речь идет о какой-то глобальной проблеме, далекой от школ. Но на самом деле она уже здесь. Просто изменения настолько мягкие, что их легко пропустить. Германия – одна из самых возрастных стран Европы и одновременно одна из самых привлекательных для мигрантов, в том числе семей с детьми. Вот это смешение и создает то самое демографическое давление. В одном классе сегодня могут учиться дети немецкие, чьи родители в Германии уже третье поколение, дети беженцев, дети мигрантов с совершенно разным уровнем подготовки, подростки, уехавшие из других стран Европы и ребята, которые вообще только изучают язык. Учителю приходится вести урок так, чтобы всем было понятно, и тем, кто готов решать сложные задачи, и тем, кто только учит немецкие местоимения. Это меняет саму методику преподавания, больше групповой работы, больше визуальной подачи, больше адаптаций. Учителей в Германии не хватает, не потому что учат хуже, а потому что большое количество педагогов уходит на пенсию. Молодых специалистов не хватает, а количество учеников растет. Когда один учитель ведет больше классов, он неизбежно выбирает более практичные и гибкие методы, просто чтобы успеть качественно охватить всех. Это и создает ощущение смягчения стандартов, хотя на самом деле это оптимизация под реальность. В Германии все больше взрослых возвращаются к обучению, переквалификация, языковые курсы, интеграционные программы. То есть система образования работает не только для школьников, но и для взрослых людей. Программы расширяются, преподавателям приходится учитывать еще и интересы взрослых со своим опытом, и это снова влияет на форму подачи. Тут начинается самое интересное, не хаос, а именно адаптация. Дети, которые недавно приехали, попадают сначала туда, чтобы подтянуть язык. В интеграционный класс, я имею в виду, это снижает нагрузку на основные классы и дает новоприбывшим шанс адаптироваться. Интеграционный класс обычно длится у детей 2 года. В некоторых школах 2 учителя могут вести урок одновременно, один ведет материал, а другой помогает группе, которая отстает. Видеоуроки, интерактивные задания, электронные библиотеки – это не просто модно, это практично в больших разнообразных классах. В проектах сильные ученики тянут команду, а слабые учатся вместе с ними. Это не упрощение, это социализация и развитие гибких навыков. Если вы учитесь сейчас или ваш ребенок учится, то демографические изменения означают делать следующее. В классе всегда будет разнообразие, и вам нужно с этим смириться. Это отличный шанс для развития коммуникации и толерантности. Учителя могут давать меньше сухой теории, но это компенсируется практикой, и вам нужно быть к этому готовыми. Важность самостоятельности растет. Умение учиться самому становится ключевым. То есть современный ученик в Германии – это не просто человек, который знает предмет, это человек, который умеет учиться в меняющейся среде. И в будущем это будет огромным плюсом. В ближайшие 10-20 лет Германия будет еще больше зависеть от миграции. А это значит еще больше многоязычных классов, еще больше потребностей в учителях и еще больше адаптаций.
И образовательные стандарты будут продолжать меняться, не ломаться, а именно подстраиваться под реальность. Германия долго считалась медленной в цифровых технологиях, особенно в школах, но пандемия резко ускорила процессы, и то, что могло занять 10 лет, произошло за 2. Сегодня уже никого не удивишь планшетами в некоторых школах, интерактивными досками, электронными дневниками, онлайн-материалами, гибридными уроками. Это не мода, это необходимость. Но вместе с удобством приходит и новая ответственность. То, на что раньше уходили часы в библиотеке, сейчас находится за 2 минуты. Ученики могут просматривать интерактивные модели, смотреть видео объяснения, делать тесты онлайн, читать дополнительную литературу, не выходя из дома. Это невероятно ускоряет обучение. Сильные ученики идут быстрее, слабым дают материалы, которые помогают догнать. Больше нет ощущения один урок, один темп для всех. Умение работать с онлайн-платформами, создавать презентации, анализировать данные – это не школьные фишки, это реальные навыки для будущей работы. Но есть и обратная сторона, вот где начинается тишина, про которую мало кто говорит. Традиционная строгость слегка размывается, когда часть уроков уходит в онлайн, естественно, меньше строгой структуры, меньше устных опросов. Подними руку и отвечай, зубрежки. Плохо ли это? Не обязательно, но изменение формата, это стоит понимать, что действительно формат меняется. Неравенство доступа все еще существует, не все семьи могут позволить себе хороший интернет, собственный ноутбук для каждого ребенка и спокойный уголок для учебы. Германия старается помогать, но разрыв все равно есть, и это влияет на успеваемость. Для некоторых педагогов цифровые инструменты – это стресс, им приходится учиться параллельно со своими учениками, и иногда это влияет на качество уроков. Все эти нюансы тихо влияют на стандарты, не ухудшая их, конечно, напрямую, но перекраивая изнутри. Сегодня ученики чаще делают мини-исследования, презентации, видео, интерактивные задания. Это развивает креативность, но сокращает долю классической теории. Командная работа теперь это норма, все больше заданий выполняется в группах, это учит сотрудничеству, но снижает долю индивидуальной ответственности. Иногда часть класса на месте, а часть класса онлайн, и это меняет саму динамику обучения. Если вы учитесь или у вас учится ребенок, то цифровизация означает, что самостоятельность стала обязательной, а не просто пожеланием. Нужно уметь фильтровать информацию, а не просто находить ее. Цифровая грамотность – такой же важный предмет, как и математика. Ученики с хорошей самодисциплиной получают огромный бонус. А для тех, кто пока не уверен в себе, это возможность тренировать навык, который станет основой будущей профессии. В ближайшие годы Германия будет увеличивать цифровые программы, дополнять новые платформы и делать обучение гибридным. Это создать новые формы экзаменов, новые подходы к оцениванию и новые ожидания от студентов. Стандарты не падают, они становятся другими в ответ на цифровую реальность. В мире, где профессии исчезают быстрее, чем мы успеваем их выучить по названию, Германия просто не может позволить себе учить детей по правилам и стандартам 20-30-летней давности. Когда рынок труда меняется так стремительно, школа начинает реагировать, иногда медленно, иногда неуклюже, но все же реагирует. Сейчас у школьников и студентов появляются новые предметы, новые направления и новые требования. А старые дисциплины либо обновляются, либо полностью интегрируются в современные форматы. Германия всегда гордилась своей дуальной системой обучения, и теперь она становится еще более практичной. В школах усиливается профориентация, практические проекты, обязательные стажировки и сотрудничество с компаниями.
Задача больше не в том, чтобы дать знания, а в том, чтобы подготовить ученика к реальной работе. На смену узким предметам приходят комплексные модули, медиа и коммуникации. Социальная компетентность, устойчивое развитие, цифровая грамотность, проектное управление. Это выглядит менее академично, но гораздо более применимо к современной жизни. Наука и технологии, математика и инженерия теперь ключевые области. Школы получают все больше программ, которые связаны с робототехникой, программированием, анализом данных, промышленным дизайном, биотехнологиями и да, даже в обычных школах. Германия все больше нуждается в многоязычных специалистах, поэтому усиливается изучение английского языка, растет популярность французского и испанского, вводится больше интеграционных курсов для новых учеников. Немецкий, как иностранный, становится обязательной частью школьной структуры. Многие школы начинают добавлять предметы вроде цифровой графики, медиадизайна, создания видеоконтента, аудиопроизводства. Рынок труда перестраивается быстрее, чем учебники. Работодатели требуют гибкости, способности учиться быстро, цифровой грамотности, командной работы, умения решать проблемы. И школа вынуждена следовать этому тренду. Чтобы удержать свои позиции в Европе и мире, стране нужны специалисты в IT, инженерии, медицине, исследованиях, устойчивых технологиях. Образование становится стратегическим инструментом. Система адаптируется, чтобы облегчить интеграцию, ускорить освоение языка, вовлечь новых граждан в экономику. Это создает новые курсы, модули и программы. Если вы учитесь сейчас, то вы уже ощущаете больше свободы в выборе предметов, больше практики, больше проектов, меньше теоретического заучивания, больше гибридного обучения. Для тех, кто хочет работать в будущем, это огромный плюс. Для тех, кто привык к классической строгости, это иногда, конечно, вывод. Но можно сказать точно, современный немецкий выпускник стал более адаптивным, чем когда-либо. Через 10-20 лет мы увидим школы, в которых минимум бумажных учебников, максимум проектных лабораторий, сильная интеграция с бизнесом. Предметы будут объединяться в большие тематические кластеры. Образование станет гибким и персонализированным. И это не ухудшение стандартов, это их эволюция, на мой взгляд. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете, друзья. Знали ли вы, что в Германии образование не единое, оно мозаичное? Каждая федеральная земля живет по своим образовательным правилам, и это не недостаток, это особенность. Но она же создает заметные различия, которые формируют разный опыт обучения для детей и студентов. В Германии действует принцип, что каждая земля отвечает за свою культуру и образование. Исторически это было сделано для того, чтобы сохранить региональные особенности, поддерживать автономию, дать землям гибкость в принятии решений, сделать образование ближе к людям и местным нуждам. И в целом это работает, но есть нюанс. Стандарты отличаются порой очень сильно. Каждая земля сама определяет содержание предметов, объем материала, стандарты экзаменов, требования к учителям. В Баварии, например, программа считается одной из самых строгих. В Берлине более гибкой или либеральной, а в НРВ сбалансированная с акцентом на практику. Абитур в Баварии сложнее, чем в большинстве земель. В Берлине он считается более доступным. В Саксонии один из самых академически сильных. В итоге студенты вроде бы получают один и тот же диплом, но путь к нему очень разный. Финансирование школ тоже различается. Земли с более стабильной экономикой, как Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, вкладывают в школы больше денег. Это означает новые здания, современную технику,
всех нужных специалистов, дополнительные кружки и курсы. А другие земли пока догоняют, и это формирует разрыв. Цифровизация тоже идет разными темпами. В школах каждый ученик с iPad, в других школах проектор работает только по настроению. Это опять же не о плохом или хорошем, это о разной скорости изменений. Казалось бы, почему просто не ввести один федеральный закон? Германия ценит автономию регионов, земли ревниво относятся к своим полномочиям, каждая территория имеет свои потребности, уровень миграции тоже отличается, рынок труда в регионах не одинаковый, и самое важное, реформа образования на федеральном уровне потребовала бы огромного консенсуса, а в Германии это редкость. Переезд между землями может быть стрессом. Если, например, семья переезжает из Баварии в Берлин, ребенок может внезапно увидеть более простую программу. Из Берлина в Саксонию, наоборот, почувствовать резкий рост требований. Иногда детям приходится догонять или, наоборот, скучать на уроках. Хотя формально все равны, работодатели и некоторые университеты неофициально знают, что уровни подготовки разные. И выпускник Баварии или Саксонии иногда получают чуть больший вес. Семьи иногда выбирают место жительства по качеству образования, как в Соединенных Штатах, где школы лучше, все чаще звучит при переезде. Так ли это плохо, децентрализация? Нет, это скорее особенность с двумя сторонами. Гибкость, адаптация под местные нужды, возможность экспериментировать на разных землях, живое обновление программ – это плюсы. Ну и минусы, конечно, тоже есть. Нет единства стандартов, разные уровни подготовки, трудности при переезде, неравные стартовые условия. Но изменения, которые мы видим сегодня, это попытка найти баланс. Германия постепенно движется к большой координации между землями, не разрушая свою автономию. И важно понимать это без паники. Эти различия – результат децентрализации, а не упадка. Германия пытается адаптировать образование к современности через разнообразие подходов, а не через единый шаблон. Когда мы говорим о современном рынке труда, мы говорим о мире, который постоянно ускоряется, цифровизуется, становится мобильнее и сложнее. Работодатели, как в Европе, так и далеко за ее пределами, теперь ищут не только знания, но и гибкость мышления, способность учиться, цифровую грамотность и умение работать в мультикультурной среде. И Германия, как страна с огромной индустрией и международным влиянием, должна реагировать. Именно поэтому ее образовательные стандарты постепенно меняются, и меняются спокойно, логично и предсказуемо. Если раньше большое внимание уделялось точному повторению и запоминанию материала, то теперь на первый план выходят навыки решения задач, критическое мышление и умение анализировать информацию. Не потому что стандарты снизились, а потому что современный работник должен понимать, а не просто знать. От базового пользования онлайн-платформами до навыков в области IT-анализа данных учащиеся все чаще сталкиваются с заданиями, которые раньше считались необязательными. Это прямая реакция на цифровой рынок труда, который развивается быстрее, чем учебники успевают обновляться. Глобальные компании хотят видеть выпускников, которые могут адаптироваться, объединять знания из разных сфер и работать в командах с людьми разного происхождения. Поэтому школы все чаще вводят проекты, групповые задания, кросс-предметные модули и даже основы предпринимательства. Германия стремится оставаться конкурентоспособной страной. Это означает, что ее выпускники должны быть готовы
к реалиям мирового рынка, от международных корпораций до стартапов и удаленной работы. И именно поэтому обучение становится более практическим, гибким, направленным на долгосрочные навыки, а не на одноразовые экзамены. Это именно адаптация. Система меняется не потому, что она ломается, а потому что мир вокруг нее обновляется. И образование как живой организм вынуждено двигаться вперед. А что насчет родителей? Что насчет общества в целом? Ведь именно они одни из главных драйверов перемен. Как меняются их ожидания и почему их влияние на школы стало сильнее, чем когда-либо. Современные родители в Германии сегодня гораздо более вовлечены, чем 20-30 лет назад. Это естественная часть глобального изменения родительской культуры, больше информации, больше осознанности, больше участия в образовательных процессах. И это участие давно перестало быть нейтральным. Оно формирует давление на школы, изменение методов обучения, корректировку приоритетов в программах, повышение внимания к эмоциональному благополучию ребенка. Безопасность и психологический комфорт. Теперь это очень важно в Германии. Родители хотят, чтобы школа была не только местом знаний, но и местом, где ребенок чувствует себя уверенно. Это повлияло на введение антибуллинговых программ, работу социальных педагогов и развитие инклюзии. Многие семьи ожидают, что школа увидит сильные стороны их ребенка, а не только отметит его ошибки. И это побуждает школы уходить от суровой стандартизации в сторону более гибких методов и адаптации. Родители все чаще спрашивают, а где мой ребенок применит это в реальной жизни? И это напрямую влияет на рост проектного обучения, профориентации и карьерного консультирования. Современные родители понимают, что будущее цифровое, и они требуют, чтобы школа не отставала. Это ускорило внедрение планшетов, онлайн-платформ, интерактивных заданий и цифровых проектов. Общество тоже меняется, оно становится более мобильным, более международным, более ориентированным на разнообразие, более требовательным к равным возможностям. Все эти факторы толкают школы к модернизации, и в этом, опять же, нет ничего шокирующего. Это естественный процесс развития. Есть и обратная сторона: повышенное давление, постоянное требование, сравнение с другими странами. Все это создает нагрузку и на школы, и на детей. Иногда желание родителей непреднамеренно формирует дисбаланс. Слишком много фокуса на результатах и слишком мало на процессе. Но это тоже часть картины, которую важно понимать, анализируя изменения системы. Учащиеся оказываются в реальности, где от них ожидают больше гибкости. Школа предлагает больше поддержки, но стандарты становятся разнообразнее и иногда менее однозначные. И это не упрощение, это перестройка под новый тип общества. А что все это значит непосредственно для самих студентов, сегодняшних и будущих? Учеба стала не такой линейной, как раньше. Если раньше путь выглядел как школа, экзамен, выбираешь профессию один раз и на всю жизнь, то теперь учебные траектории более индивидуальные, предметы меняются в зависимости от выбранного профиля. Цифровые проекты могут заменить традиционную проверочную. Ученику нужно уметь быстро адаптироваться. Это не проще, это просто другое. Студенты получают больше возможностей, но и больше ответственности. Сегодня ученик или студент в Германии может гораздо больше выбирать направления, комбинировать предметы, пробовать себя в проектах, использовать цифровые ресурсы, участвовать в международных программах. Ну а при этом он несет больше ответственности, конечно. Планировать учебный процесс, развивать самостоятельность, контролировать свое обучение, ориентироваться в огромном объеме информации. Это важная часть новой нормы. Готовность к будущим профессиям растет.
Изменяющаяся учебная программа делает одно – она готовит студентов к тому миру, который ждет их через 10-15 лет, а не к тому, который существует сейчас. А это значит больше цифровых навыков, больше кросс-предметных связей, больше практики и больше творческого подхода. Выпускники становятся более гибкими и востребованными. Но если нюанс, система становится более сложной, и это может усиливать различия между детьми из семей с разным уровнем поддержки, между школами с разными ресурсами, между регионами Германии. Это не вина студентов, это часть структурных перемен, и важно понимать, адаптация всегда требует времени. Университеты все чаще смотрят не только на оценки, но и на проектные работы, мотивационные письма, междисциплинарные навыки, стажировки, участие в цифровых и социальных инициативах. Это делает поступление более гибким, но и более многослойным. Карьерная готовность становится частью обучения. Многие школы теперь вводят профориентацию, карьерные консультации, сотрудничество с компаниями, практику и стажировки. То, что раньше происходило после школы, теперь становится частью школьной программы. Все эти изменения не знак упадка, они показывают, что система старается подготовить детей к миру, который требует смелости мыслить, гибкости адаптироваться, уверенности в своих навыках, умение работать с информацией. Это эволюция, мягкая, плавная и логичная. Что вы об этом думаете, друзья? Пишите, очень интересно ваше мнение. Почувствовали вы тоже изменения или нет? Первое, что важно понять, все эти перемены – это не катастрофа и не падение стандартов. Система адаптируется под цифровую реальность, новые требования рынка труда, изменения в обществе, нужды студентов и родителей. Образование – это живой организм, и он учится меняться так, чтобы оставаться актуальным и эффективным. Будущее принесет больше персонализированного обучения. Каждый студент сможет развивать свои сильные стороны, а слабые подтягивать с помощью адаптивных технологий. Гибридных курсов онлайн и офлайн форматы будут сочетаться максимально эффективно. Проектного обучения, акцент на практику, междисциплинарные навыки, работу над реальными задачами, новых технологий, искусственный интеллект, VR, симуляции, интерактивные платформы. Это, безусловно, откроет возможности, которых раньше не было, и подготовит студентов к будущему, где скорость изменений только увеличится. Школы и университеты все больше будут развивать критическое мышление, обучать цифровой грамотности, формировать эмоциональный интеллект, поддерживать предпринимательский подход. Это не только улучшает академическую подготовку, но и дает конкретное преимущество на глобальном рынке труда. Будущее образование также должно решать вопросы равенства, доступ к новым технологиям, качественное образование в каждой земле, поддержка студентов с разными возможностями и условиями. Да, вызовы есть, но именно сейчас формируются механизмы, чтобы они не усиливали разрыв между учащимися. В мире сенсаций и шокирующих заголовков важно помнить, изменения – это естественный процесс, а никакая не катастрофа. Будьте любопытными, критично анализируйте информацию, смотрите на тенденции глубже, чем поверхностные новости. Так мы сможем понять, что немецкое образование – это не статичная структура, а гибкая система, которая учится вместе с обществом и студентами. Как изменится немецкое образование, что это значит для студентов, какие возможности открываются и как всем нам извлечь максимум из этих перемен. Об этом и поговорим, друзья. Итак, немецкое образование не рушится, оно адаптируется, чтобы быть актуальным для цифрового мира, меняющихся требований рынка труда и потребностей общества. Децентрализация создает разнообразие подходов.
Цифровизация меняет методы обучения, родительские ожидания и глобальный рынок формируют новые приоритеты. Учебная программа эволюционирует, открывая новые навыки и направления. Все это развитие, а не упадок. Если вы учитесь в Германии или планируете поступление, то учеба стала более гибкой и индивидуальной. Появились возможности для проектного обучения и практики. Цифровые навыки и междисциплинарные компетенции становятся нормой. Будьте готовы брать ответственность за свое обучение и адаптироваться к изменениям. Проще говоря, система предлагает больше возможностей, но требует большей вовлеченности. Будьте любопытными, изучайте новые предметы, проекты, технологии, пробуйте разные направления. Чем больше опыта вы получите сейчас, тем легче будет строить карьеру завтра. Цифровизация – это не только школьная обязанность, но и ваша личная возможность развиваться. Онлайн-курсы, платформы для проектов, медиа и IT-навыки. Развивайте навыки будущего, критическое мышление, командная работа, решение проблем, эмоциональный интеллект. Все это ценится гораздо сильнее, чем зубрежка. Изменения происходят плавно, но постоянно. Умение адаптироваться, искать решения и применять знания в разных ситуациях – ваш главный капитал. Через 5-10 лет немецкая школа и университет станут более персонализированными, более технологичными, более практическими, способными развивать каждого студента в соответствии с его уникальными талантами. Это открывает новые возможности для всех, кто планирует свое будущее в Германии. Не смотрите на изменения как на угрозу. Вместо этого воспринимайте их как шанс расти, развиваться и использовать новые возможности, которые раньше были недоступны. Немецкое образование учит не только знаниям, но и готовности к жизни в мире, который быстро меняется. И, пожалуй, это самая ценная способность. Надеюсь, вы почувствовали, что перемены – это не стресс, а шанс, и теперь смотрите на немецкую систему образования с пониманием и интересом. Спасибо вам всем за внимание, обнимаю и до новых встреч. Пока!